Что делали славяне в Америке до Колумба? Общеизвестно, что первые европейцы достигли Америки гораздо позже того момента, как ее официально открыл Христофор Колумб. Как говорят, первыми поселенцами были викинги. Как это ни странно, но в некоторых европейских документах XIV века прямо говорится о русских или о славянах. В прошлом веке было известно о том, что русские достигли Северного моря и начали плавание среди льдов с X века. Также мало кто знает, что в те времена русов на территории Европы именовали норманнами. Именно об этом в своих письмах говорит Лиутпрант, епископ Кремонский, пытавшийся в это время наладить отношения между Западом и Востоком. У него была информация о том, что именно русы прошли по морскому пути на запад. Географ из города Нюрнберга по имени Джером Мюнцер 14 июля 1493 года отправил королю Португалии Хуану II письмо, в котором изложил обширное послание. Находясь в этом послании, Мюнцер утверждал о том, что португальского монарха восхваляют народы, которые живут под серыми звездами Северного полюса. В их число он включал славян-рутенов, проживающих на востоке Германии, а также загадочных аполлоновых скифов, которые находятся под властью великого князя московского Василия III. Сообщение, которое он передал, говорило о том, что восточные народы, живущие под властью князя, обнаружили огромный северный остров – Грунланда. Этот остров, простирающийся на более чем 300 лег, стал местом для строительства крупного поселения. В те времена 5-километровая португальская лега позволяла сделать вывод о том, что на этом острове, возглавляемом Василием III, было создано значительное поселение восточных славян. Изучая загадки Аляски, историк Пархимович не сомневается в том, что письмо географа ассоциируется с Гренландией. Письмо Мюнцера было написано всего год спустя после того, как Колумб достиг берегов Нового Света, возможно, считая, что открыл Китай или Индию. Следует ли сомневаться в этом? Даже Шпицберген, у которого береговая линия значительно короче, был открыт только через столетие, в 1596 году, экспедицией Вильяма Баренца. Но стоит ли недооценивать знания и навыки русских поморов, древними традициями осваивавших ледяные просторы северных морей? Может быть, путешествуя вдоль льда, они достигли Гренландии? Разве скандинавские дракары не были более маневренными, чем карбасы или кочи, на которых поморы плавали в море с XII века? Кочи в среди льдов доказали свою эффективность, используясь для исследования Сибири до XVIII века. Скорость этих кораблей достигала 7 морских узлов. Форма корпуса была спроектирована так, чтобы лед не мог причинить кочам никаких повреждений. Они могли вместить до 60 тонн груза, имели всего 1,5 метра осадки и были длиной до 25 метров. Экипаж состоял из 15 человек. В журнале «Вокруг света» почетный полярник Федор Дмитриевич Шипилов описывает специальный вид морского компаса, разработанный поморами для определения направления – ветромет. Деревянный диск диаметром 60 см и толщиной 5 см с 32 ромбами использовался для этой цели. В каждый ромб вставляли стержни разной длины, причем самые длинные помещали в 8 основных направлений, называемых ветрами. Остальные направления были обозначены как межники и малые палки, чтобы определить север-юг. По основной оси в середине диска каждый день в обед ориентировались по Солнцу, а ночью помогала полярная звезда для навигации. Согласно сведениям французского историка, русские мореплаватели побывали на острове Шпицберген задолго до того, как Баренц появился там. Один из первых русских исследователей, Антон Старостин, утверждал, что поморы посещали Шпицберген еще до появления Соловецкого монастыря. Карта Меркатора 1569 года также свидетельствует о присутствии русских на Святых островах, которые можно спутать со Шпицбергеном и Гренландией. С помощью ветромета поморы создавали точные лоции и описание берегов, что подтверждается историком Фрункиным в его труде о Шпицбергене. В 1576 году король Дании Фредерик II написал письмо крупному норвежскому купцу Людвигу Мунку, упоминая, что русский кормщик Павел Никитич отправляется из Мальмуса в Гренландию и готов поделиться информацией о земле за вознаграждение. Король задался вопросом, смогут ли бюргеры оплатить кормщику и арендовать суда для путешествия. Через 3 года король организовал экспедицию, но она не смогла достичь цели из-за плотного льда.
В 1557 году были опубликованы записи о Московии австрийским бароном Сигизмундом Герберштейном, которые он написал в 1517 году. В этих записях Герберштейн описывал встречу с русским переводчиком Григорием Истомой Григорьевым, который путешествовал в Копенгаген через Северный путь, обходя Скандинавию. Истома сообщил Герберштейну о том, что русские давно уже обнаружили на Западе новые земли, которые принадлежат новгородцам. На землях Арктики, где русские первопроходцы оставили свой след, литературные памятники казались единственным памятником. Однако археолог и член Польской академии наук профессор Przemysław-Урбанчик из Варшавы сообщил в своем недавнем интервью о необычной находке. В экспедиции 21 века на побережье Исландии было обнаружено третье жилище, принадлежащее славянам – квадратная полуземлянка, где жили славяне в IX веке. Это событие не получило широкого освещения в прессе из-за необычности и нестандартности для того времени. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.